Здравствуйте, дорогие друзья, мои любимые подписчики и гости канала. Сегодня 1 сентября, и у меня один гладиолус отцвел, второй начал расцветать. Что-то в этом году они у меня поздновато. Но, видимо, потому что все-таки в основном у нас лето было холодное. А я иду на эту сторону показать вам. Вот там у меня бамия, я все никак не дождусь. Надо все-таки было раньше сажать или рассадой. Я в том году как-то подумала, что можно попозже, она успеет вызреть. Но, может быть, из-за того, что лето было холодное, все-таки так быстро она не выросла. Хотя у нее 70 дней с момента всходов. Поэтому я ее сажала где-то числа 5-10 июня. И надеялась, что в августе уже будем собирать тыковки. Я посчитала, у меня вот 6 вот таких маленьких, кругленьких и 6 вот таких длинных, толстых, больших. Называется розовый банан. Они вот желтые сначала, потом розовеют. И одна у меня дома, и еще одну я уже порезала и заморозила. Вот это мне предстоит работа. Здесь горох посажен. Буду эту грядку полоть. Но решила сначала для вас снять все. У меня сегодня прополка этой грядки еще осталась. И я вот буду опрыскивать помидоры, виноград и картошку, которая молоденькая у меня растет. Помог этот Родомил, который мне посоветовала моя подписчица. Низкий поклон, потому что, вот смотрите, нарастают помидоры на голых ветках практически, потому что все листья были поражены фитофторой. Сегодня буду еще раз опрыскивать, может быть, из этого что-то выйдет. Перед этим самые крупные помидоры соберу. Малина начала плодоносить. Так вот не видно, почему они у меня заваливаются, ничем не подвязаны. Но вот если вот так вот приподнять веточку, посмотреть, то видно. А я вчера собирала. Смотрите, опять еще созрела. Это очень здорово. Я малину очень люблю, особенно малиновое варенье. Видите, вот внизу тоже созрели. Как я вчера собирала? Видимо, за сегодняшний день созрели. Вчера было 27 градусов. Опять жара у нас. Причем перескочила с 17 и на следующий день 27. А вчера было даже, наверное, 30. Огурчики в теплице растут потихоньку. Я хотела сказать, кивана у меня. Это я тут еле пробираюсь, потому что снизу уже все, головой за все цепляюсь. Надо немножечко в согнутом состоянии пролезать сюда. Вот кивана у меня начали, не так, как в том году, но я, во-первых, меньше растений сажала, но что-то они желтеют, листья у них вот прям на земле растут, отросточки какие-то дали. Видите, листья желтые. Чисто по приколу. Я не могу сказать, что они нам прям очень прям сильно понравились, что мы ими объедались. До сих пор лежат несколько штук прошлогодних, штук 10, наверное, в ящике, потому что, остались. Хотя мы раздавали их ящиками в том году. Я сажала 10 растений. Это острый перчик. Там я вам показывала, это была мамардика, тоже такая колюченькая. Вот тот острый перчик, это мне сестра давала рассаду, он никак не раскачается. А вот эти низенькие кустики с большими перчиками, это тоже острые, и они нормально уже краснеют. Хотя, лето такое, и они еще в тени в этих огурцах, кивана, там темно для перцев все-таки. Идем в следующую теплицу и смотрим, что тут. Я только что собрала здесь перцы, я вам потом покажу. Они начали уже и перцы, и баклажаны опять цвести, поэтому я сейчас максимально собираю. Может быть, вторую волну дождемся, смотря какая погода будет. Вот баклажанчики есть, но их я сегодня не стала собирать. Я никак не придумаю, что мне с ними сделать. Заготовок на зиму я уже наделала. Наверное, сделаю опять лазанью, где вместо теста баклажаны. Посмотрю. Пусть нарастают пока, а попозже я их сниму. Вот эти перчики. Они, оказывается, потом еще краснеют. Цветут, смотрите, вовсю. Вот этот алтайский плодовитый, который сначала в технической спелости, он желтенький, а потом он такой более оранжевый становится. Мелотрия шершавая потихоньку заполоняет всю теплицу. Я напомню, я ее не сажала в этом году. Она выросла прямо из дорожки, среди плиток. А там еще и подстелена под плитками клеенка. Так что очень живучее растение. Не зря ее в Африке считают сорняком. А я хотела показать, кто меня смотрит постоянно, регулярно, знают, что
в прошлый раз я говорила, Тресси покусали собаки соседские, потому что она вот морду под ворота высовывает. Видите, муж у меня приделал туда резиновую такую толстую ленту, и теперь она морду туда высунуть не может. Ее теперь не покусают. Потому что и так она вся у нас после аллергии выбрита на шее, и тут покусана, какая-то боевая собака, хотя она прям милашка. Ну ладно, пойдем мы дальше. Так, идем к винограду. Что-то у меня стали ягоды чернеть. Я брызгала родомилом, и сегодня планирую еще раз побрызгать. Видите, вот чернеют ягоды. Это я вчера обобрала еще самые черные. Тут были прям веселье. Ну, полмиски набрала. Вот. Но это один куст, по-моему, только. Остальные вроде более-менее. Вот соседний куст вот такими вот ягодами нам обещает. Ну, пока что еще не созрели, они должны полностью. Но тоже вот у соседнего куста тоже начали пятна на ягодах появляться. Но не в такой степени, как у того куста. Дальше идем. Здесь у меня лук-порей. Здесь вот после чеснока я посадила немножечко горошка зеленого. Мужу полакомиться, он его очень любит. Ну, идем дальше. Здесь вот подокучила сегодня эту молодую картошку, которую тоже после чеснока посадила. А, там горох там после лука. Ну, тоже фитофтора побила, даже молоденькие кустики, видите. Ну, сегодня тоже буду опрыскивать. Но кое-где более-менее так начали они расти, разрастаться. Батат бушует. Хоть бы у него нормальные плоды были, корнеплоды. А то одну ботву нарастил. Вот здесь вот я приготовила грядку клубничную. Я там усы в теплице у меня стоят в ведре. Вообще полностью сюда много песка, наверное, 5 тачек песка засыпала, доломитовой муки, соседка ведро золы дала, удобрение для клубники, двойной суперфосфат. Так начинила, что должна быть хорошая клубника расти. Морковка здоровая, ботва такая хорошая, не болеет в этом году. В том году она у меня красная, как это было, морковной мухой была поражена. В этом году, но она по размеру, вот, и по толщине с мой кулак, и по длине такая же с мой кулак. Вообще, поперек себя шире, и что в длину, что в ширину. Или в толщину. Не знаю. Ну, идем дальше. Я хотела что показать. Вот эти молоденькие, которые я поздно посадила, кабачки тоже начали плодоносить, но они еще сами, кусты, толком не разрослись. Видите, какие кривые какие-то. И я их срываю, эти кабачки, которые они все-таки наращивают. Ну, не особо большие и не нужны. Куда мне такие большие? А я хотела еще показать плитку. Мы вот наконец ее доделали. И вот часть уже пескобетоном засыпали в швы. Но все равно после того, как водой пролили, кое-какие швы все равно надо повторно засыпать. И потом еще раз все проливать водой. У нас сейчас погода хорошая. И обещали без дождя, но тучи бродят. Как-то так вот они меня настораживают. Ну, вообще, обещали в Подмосковье комфортный сентябрь, в районе 20 градусов днем, без особых дождей. Поэтому я надеюсь, рассчитываю на то, что все-таки у нас дорастет то, что еще не доросло. Посмотрите, молодила у меня расплодилась потихоньку. Смотрите, маленькие вокруг крупной розетки, прям такие вот мелкие детки выросли. И они на каких-то веревочках прямо, какие-то отросточки от большого, как корешки. Ну, не знаю, короче. Мне они очень нравятся, они такие прикольные. Суккуленты эти, и выглядят интересно. Так, вы когда я показывала в теплице, возможно, увидели вот эти банки. Это я делаю из зверобоевое масло сама. Надо нарезать цветков зверобоя, положить в банку, залить, шалфей надо срезать, насушить, залить маслом, ну, какое вам нравится. Вот у меня просто обычное растительное рафинированное. И на месяц поставить в теплое солнечное место. Ну, главное, солнечное. Я в теплицу вот поставила, и все, у меня зверобоевое масло готово. Осталось его перелить в маленькую стеклянную баночку. Лучше пластик не использовать, конечно. Давайте, если будете делать, масло лучше в стекле хранить, если оно на хранение.
а не для еды, когда быстро тратится. Вот, смотрите, какой цвет получается красивый. Ранки, порезы, даже при насморке можно или закапать, или просто в носу смазать. После того, как вот эта вся муть осядет, оно становится таким прозрачным и прям таким рубиновым. Очень красивое масло получается. А я вам хочу показать мою сегодняшнюю добычу. Вот масло, перцы красные, помидоры. Я с собой беру просто те, которые дозарились у меня. Смотрите, какие большие. Жалко, что фитофтора побила. 4 огурчика сорвала, мне на салатик просто. Я, в принципе, так и сажала немного огурцов, чтобы только на салат заготавливать. Мне в этом году не надо перцы. Смотрите, какие классные мясистые. Я прям сохранила семечки. Но хотя там в этом сорте прям семечек очень мало. Свеколка, кабачки. Ну и звезда сегодняшней добычи арбуз. Он должен быть желтомякотный. Я потом вставлю, наверное, когда разрежу. Ну, что я решила потом вставлю? Я сейчас вставлю. Я уже дома, и муж разрезает наш арбузик. Красный, что ли? Сажала оранжевый медок. Я думала, желтомякотный. Это красный медок. Но все равно созрел, семечки темные. Да. Сочный. Надеюсь, Да. что сладкий. Да. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии ваши, я всегда на них стараюсь отвечать. Не забудьте подписаться на мой канал. И огромное спасибо всем, кто досмотрел до конца.